Ну что, здравствуйте. Длительная пауза подошла к концу, и вот мы снова с вами в детских катакомбах. Сегодня будет такое развлекательное видео после такого сложного периода, мягко говоря. И мы сегодня пойдем с вами не по суперисторическим местам, но мы пойдем с вами на пляж, на подземный пляж. Будем там плавать, но не просто плавать, а с аквалангом и даже на лодке. Ну и протестируем нашу тележку, чтобы довести туда все наши грузы. Будет интересно. Так, наш водолаз. У нас есть еще один водолаз. Андрей, привет. Да, здравствуйте. Приветствую. Здрасте. Максим. Шалом. Вячеслав. Витаю. Валентин. Yeah, but I never heard the answer. Валентин, куда мы сегодня с тобой идем? С нами все вместе мы. Идем на 5-ю шахту Нерубайского, прямо на границе с 6-й. Для тех, кто не знает, что такое 5-я шахта, это перед 6-ми шахтами, вот там, где гигантской высоты и протяжения зал, который сейчас затоплен, где когда-то играли в футбол. Вот незадолго, не доходя до этого места, есть бассейн, в смысле понижения пола, там можно купаться, чем мы сегодня и займемся. Отлично. Значит, держим путь. Этот бассейн достаточно уникальное место в одесских катакомбах. Шахтеры пытались делать дорезку камня, но что-то у них пошло не так, наверное, начало подтапливать уже тогда, и они остановились. Но сейчас там затоплено уже под потолок первого, так сказать, ну это не ярус, это дорезка. Я думаю, что нет. Там очень близко, в соседних районах, с которыми сейчас нет сообщения, есть 2 яруса. Вот. Это место с ними не сообщается. Но по аналогии, что рядом 2 яруса, они думали, что пласт известняка достаточно, чтобы делать 2 яруса. Нет. Оказалось, нет. То есть им не хватило камня? Да, они начали смотреть, что идет вот то, что над глиной, вот это там такая же жерства, как над нами, это называется, по-древнему исподняя плита они называют. Ну, понятно, перекристаллизировавшийся Да, известняк. дико плотный, ломкий и перекристаллизованный. Хорошо, известняк. такой момент. Они напилили 3,5 метра, да, где-то? Высота. Да, где-то не меньше. Хорошо, и их тогда не затапливал водоносный горизонт? Я думаю, нет. В те времена... Хотя, может, потому что есть соображение, что могли появиться лужицы, потому что уже у партизан на Бадаевских стоянках, это Нижний Ярус, кстати, были лужицы крохотные. Ну, там по сантиметру, но это были лужи. То есть, наверное, могли быть такие. Наверное, они поняли, что... То есть водоносный горизонт очень сильно поднялся за это время, да? Очень. Так, на моей памяти там играли в футбол рядом. То есть буквально за 20 Рядом, лет... да. У нас поднялся водоносный горизонт на пару метров. Это было конкретно футбол там играли где-то года до 90-го, я так помню. Ну, то есть 22-25. А тепер буде гра водне поло? Водне поло, да. 32. Экипировался уже. Ні, вже серйозно. Рома, 32. А тебе не будет жарко, друже? Нет. Будет. Ні. Все нормально, терморегуляція зберігається. Буде експеримент. Во-первых, експеримент буде з нашою каталкою. Дивіться. Наш канал будет пока что с суржиком, смесь русского и украинского, но в перспективе мы будем переходить на украинский и английский. Так что, кому это непринятно, прошу простить и понять. И в случае чего, как говорят, отписки, дизлайки и все такое. Конечно, начинать видео с такого не очень, но я понимаю, что много подписчиков с России. Но нашу позицию... Но они могут идти, я бы За сказал, след за кораблем. да. Ну, в общем, далеко-далеко. В общем, Очень далеко. вы все слышали. Аж я не достану. Недовольные подписчики с России могут идти вслед за кораблем. Да, вот так лаконично. В общем, возвращаясь к нашей каталке, мы ее протестируем. Единственное, что мы переживаем, как она пройдет по габаритам, по высоте, ширине. У нас тут дофигища оборудования, весит далеко за 50 килограмм. Тащить его руками придется, если она не проедет. Ну, сейчас и посмотрим. Вот так вот тестируем. Ну, пока, конечно, вообще кайф, да? Но сейчас мы упремся в узкую колею. Тут такая вот прокопанная колея. Сложный момент. Но уже продвинулись. В принципе, идет. Придерживаем. Перевернемся. Во избежание падения.
Я просто боюсь, нас кто-то встретит и увидит вот это чудо. Я про человека в камуфляже. Нам наверх, в гору. И вот эту вот каталку. Так, вот мне надо помогать. Есть. Проходит. А у вас есть какой-то ремнабор, если вдруг колесо? Нет. Чалька. Стоп, стою. Да, для катакомб, конечно, она широковато. Нужно делать катакомбную версию, просто ниже, на маленьких колесах. На одном колесе. Digger Edition. Digger Edition, да. Ну, ну вот испытание тележки. Это не совсем ее, так сказать, расчетное место применения, но работает. У нас трудности. Геометрические трудности. Может быть, знаешь, но я так думаю, что колеса меньше, смотри, Роман. Колеса меньше, база уже, а все остальное тянуть. Проходит по габариту? Пройдет. Вытягивай его на себя. Снаружи ты как? Нормально? Стой, не двигай ее. Сейчас. Так, смотри. Да, колеса нульцевые, Роман, да? Угу. С нуля взяли. Она там Да. за утес Он тест будет на... немного зацепилась. Она ее чуть-чуть подрасклинила. Там Мы прошли сложный подъем. Тянули все, поэтому не снимал. Но в целом прошли. Даже там, где казалось, что не пройдет. ну, может ее взять, четвером поднять как-то на руках и перетащить. Все. Вариант. Чтобы поднять. Прошли вот здесь. Это было, думали нести, но нет, проехала по камням. Не буду говорить, что легко, но проехала. Вот свежий завал, условно. Вот тут вот, имею в виду. Тут и завал старый. Дальше дорога хорошая. Да, естественно. Ну, наша слуша. Ну що, хлопці, як справи? Супер. Працює? О, Очень сложный момент снимать развлекательное видео во время войны. Как вы заметили, я не снимал никаких развлекательных видео с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Война не то, что не закончилась. Война идет, и война тяжелая. Я обращаюсь в первую очередь к тем, кого эта война затронула, и кто участвует, кто переживает, кто страдает. Нам всем тяжело, всем украинцам тяжело. И то, что мы здесь на видео имитируем мирную жизнь, смеемся, улыбаемся, это на самом деле в большей степени имитация. Забывать о том, что идет война, нельзя ни в коем случае. И обращаясь к украинцам, я хочу сказать, помогайте армии и не останавливайтесь, если вы сделали что-то хорошее, помогайте гражданским, армейским, волонтерам. Если вы уже волонтер, слава богу, продолжайте в том же духе. На наших плечах сейчас держится
на плечах украинцев. На чьих-то больше, на чьих-то меньше, но каждый из нас сейчас участвует в этой войне. Кто-то словом, кто-то делом, кто-то эмоциями, кто-то помощью ближним, кто-то на информационном фронте. Ну, а настоящие герои находятся сейчас на фронте реальном. Так что помогайте армии, и победа будет за нами. Тележку можно не использовать. На ней сейчас килограмм 60 нагрузки. Конечно, это можно нести. И, в принципе, если разделить это между 3 людьми, то по 20 килограмм на человека, в принципе. Но в целом, учитывая, что мы идем уже достаточно давно, то те трудности, которые появляются с использованием тележки, они нивелируются преимуществами, которые она дает. Вот. Как бы дорога очень не близкая, то есть мы идем, в общем-то, на полпути из Нерубайского до Усатого. Так что тачка нам поможет. Ну, так что такое вот у нее применение, не только раненых возить, но еще и всякие грузы. Ну, а кто не смотрел ролик про эту тележку, посмотрите. Ссылочка будет в правом верхнем углу экрана. Ну что, мы дошли. Смотри, Максим. У нас Максим сегодня оператор. Такая вот красота. Назад. Ну, а сейчас мы туда погрузимся, снимем офигенные подводные кадры. Если они пустые, ничего нет. Этот уже готов, а я еще нет. Я вообще боюсь туда спускаться с аквалангом, потому что подводный дайвинг, подземный подводный дайвинг, это... Ну, здесь это, скажем так, импровизация, потому что здесь эрзац скорее, здесь нету потолка затопленного под самый верх, и нет места. Здесь, в принципе, безопасно, в каком-то смысле это подземный бассейн. Но, учитывая, что гидрокостюм у нас есть только один, с другой стороны, сейчас пляжи закрыты, альтернативы этому никакой нет. Так что подписывайтесь, а мы пойдем плавать. Максим. Максим.
бывает такое чудо. Нормально тебе, бать? Это больше для... Это настоящий артхаус. Подкачал. Поплыл. Туда. Надо весло, конечно. Без весла не то. А ну, Максимка, дай-ка мне камеру и фонарик. Оп. Даже вот непроницаемый. Да? Так говорят? Толкни меня. А, ты, наверное, не можешь особо. Надо Славу ждать. Ты ближе поплыви, я толкну. А я не могу плыть, потому что у меня руки заняты. О, тут он пляж. Катись к хуям. Ну, так вот уже нормально, в принципе. Есть контакт. Он не хотел, он кричал: мама, я не хочу умирать. Мама, я не хочу купаться. В общем, такая вот альтернатива пляжному сезону. В принципе, замечательно. Комфортно. Я даже не знаю, получал ли я столько удовольствия, плавая на лодочке в море. Хотелось бы этот бассейн так еще на пару километров вперед. Тогда уже и моторная лодка пригодилась бы. Мой импровизированный гидрокостюм из обычного термобелья, в принципе, нормально работает. Хоть она и намокла, но тепло сохраняет. Конечно, долго, особенно в воде, в нем не пробудешь. Вода холодная, 13 градусов. Тут так, свежо. Свежо, очень свежо. Чё там, ихтиандры? Хотятся. Ну что, так, на лодке уже поплавали. Сейчас сделаем небольшой такой экспериментальный заплыв с аквалангом. А погружаться будет Слава, как опытный, уже с большим опытом дайвер, так сказать. Я попробовал только в Черном море. В принципе, это очень увлекательно, но тонкостей много. И для того, чтобы это было безопасно, нужно все эти тонкости знать и учитывать. А сейчас
под водой. Здесь без гидрокостюма. Я, грубо говоря, наверное... Ну що, друже, як тобі? Супер. В катакомбах-то. Не як на морі. Геть з дороги. Ну, дякую, що не з України. Ну что, будем погружаться? Кто мы-то? Погружаться будешь ты. Остальные просят на лодочке поплавать. Ну так. Один за всех отдувается. Все-таки погрузился. Ничего не видно, правда? Если фонарь вот так. Необычные звуки, когда пузыри поднимаются. Выглядит, конечно, сюрреалистичненько. Ну що, друже, як тобі там? Нормально. Не так, як в морі. Обличчя мерзне. Вода прохолодна. Прозорість впала до нуля. Да? Вже нічого не видно? Я. Ну це особливість підземного дайвінгу. Я так розумію, що це і в печерах, в катакомбах. Що? Нормально тебе? Що, втух? А там, кстати, ты можешь подавить в прозрачной воде. Ну да. Сейчас пойдем сюда. Еще один такой красивый подземный тупичок. Я недалеко, я вот сюда, на жердочку встану. И буду сидеть, пока не замерзну. Хочу тебя поснимать в прозрачной воде. Вода-то тут прозрачная. Хотя муть поднимается очень быстро. Заодно и посмотрим, насколько быстро вода
превращается в молоко. Дайверський кувырок зроблю. Давай, руби. Меня зальет? Вода потихоньку превращается в молоко. Вся муть поднимается. Выглядит, конечно, очень красиво. Ну что, вот такая вот альтернатива у нас пляжному отдыху. Подземный пляж, да. Так, ну что могу сказать? Мы продолжаем съемки. Слава хочет заснять что-то красивое под землей. Под землей, под водой. Взял свой телефон, заодно и телефон протестировать. Это такой вот себе тест китайского телефона у Midigi Bison. Ну, посмотрим. Мне кажется, Славе его не жалко. Хотя он заявлен как будто непроницаемый. Вот сейчас и узнаем. В одном из видео с Олегом, блогером, мы утопили Славин один телефон, тоже в катакомбах. Вот. Можем этот утопить снова. Посмотрим. Сейчас я все-таки... Ну, пляжного сезона у нас нет, поплавать хочется не только в лодке, да и так вплавь хоть эти 5 метров. Так что поплыли потихонечку, а лодка у нас будет как челнок такой. А еще ребята хотят на лодке поплавать, так что, в принципе, все останутся при своем. Заодно и протестируем уже мой гидрокостюм. Кстати, в принципе, ощущения нормальные. Не скажу, что это холодно. Это так, прохладно. Хотя вода 13 градусов. Ощущения очень приятные. Конечно, не черное море. Пресная вода. Мне чуть-чуть сложнее плавать, чем соленый, конечно. Ну так. Очень прикольно. Но освежает. Свежо. Наверное, для моржей это вообще кайф. Ну, кто-то хотел поплавать в лодке.
А Слава вон вообще чилит, отдыхает. У нас тут пробоина. Поступление воды. Да. Заливает. Ну ты ж химзе зато. Ну да. Наконец-то плавучесть падает. Борьба за живучесть называется. Ага. Чё-то оно не плывет никуда. Гриби. Грибу, бля. Подтянуть туда. А ну давай. Блядь, весла нужны. Весла, веслай. Ты неправильно сел, надо коленками чуть вперед переместиться. Ну, либо руками встань, чтобы передок был тоже загружен. Вот так, да. О, там же ласта есть, мы уже ласты. Бабах! Ох. Что, Влад, что скажешь? Нормально только нам. Я здесь первый раз. Вообще место такое достаточно известное в узких кругах, но вот я лично здесь первый раз. Да и со мной ребята Максим. Максим тоже первый раз? Ну я подходил сюда когда-то, но я, конечно, не купался. Ага, первый раз, но не купался, да. Вот так вот. А ты уже тут был, купался? Нет, первый раз. Ага, вот и он тоже первый раз. Что, плывешь назад? Сейчас попробую. Это чуть-чуть классно. Ребята там еще плескаются. Нравится им. Лодку немного пробили, но это нормально. Заклеим. Ну и уже пора идти назад. Дойти до нашей тележки, где мы ее оставили. И далее уже идти к выходу. Будет непросто, потому что сюда было тоже непросто. Тележка там уже не проходила по высоте. Низкие потолки, много камня. Так что будем все нести на своем горбу. Ну, благо нас много, так что отнесем. Хочу напомнить, что у нас помимо YouTube-канала есть еще Telegram-канал. И там выкладываются материалы, фотоматериалы, истории и анонсы экскурсии, и вообще то, что не выкладывается на YouTube. Так что подписывайтесь на Telegram обязательно. Ну что, Максим, как тебе плавание? Понравилось? Отлично. Даже не домок? Спасибо, пожалуйста. Ну да. У меня тут колготки Понятно. В колготках-то. непромокаемые. А ты промок, но тебе нормально. Ну что, вылазьте, пойдем уже. Возвращаемся. Скажем так, силы-то не бесконечные, но с тележкой гораздо лучше, потому что там, где мы не могли пройти с тележкой, нам пришлось нести вручную все наше снаряжение. И сказать, что мы устали, так и не сказать ничего. Вот, сказать, интересный момент, как преодолеваем большой камень. Как-то так. Еще ту сторону. Ну, таких мест не так много здесь. Прошла почти. Ну, прошла. Преодолели еще один тяжелый участок. Ну ничего, отлично идем. Хотелось бы, чтобы дорога была все время такая. Тут даже, ну, тут на КамАЗе можно ехать. Да не то, что на машине, но реально на КамАЗе можно. Ну, надо вот туда. Лишь бы по высоте прошла.
прошла, причем достаточно легко. Да, вот бы здесь действительно поездить на автомобиле. К слову, в планах есть поездка на автомобиле. И я думаю, что когда границы откроют, после перемоги, конечно же, мы с вами обязательно пойдем в шахты, где можно ездить на автомобиле. Ну и займемся этим. Но пока мы не в шахтах, где можно ездить на автомобиле, ездим на нашей эвакуационной каталке по одесским катакомбам. Ну, вчетвером вообще. Опыт просто появился. Насколько же наши катакомбы одесские — это уникальное место. Просто опытные подземщики, которые ходят сюда часто, это как бы забывается. Ну, ходишь себе, ходишь, туннели до туннеля. Но если так подумать, пройти просто сложнейший маршрут, дойти до какого-то уникального места, поснимать там видео, искупаться, это просто... Это не просто необычно, это уникально. Посмотрите просто на это. Какая красота. Это только одно из немногих таких мест. Их очень много. И мы вам обязательно покажем еще такие места. Не менее интересные, может быть, даже более интересные. Так что оставайтесь с нами. И до скорых встреч. Не переключайте канал, увидимся после рекламы.